Вы никогда не задумывались над тем, почему мавзолей Ленина выглядит так странно? А что, он выглядит странно, спросите вы? Ага. Просто мы уже привыкли к нему и как-то не замечаем того факта, что он в общем ансамбле Красной площади словно не от мира сего. Представьте, в самом сердце Москвы, окруженный величественной архитектурой Кремля, собора Василия Блаженного и прочих исторических зданий, стоит сооружение, которое выбивается из любого архитектурного контекста. Строгая, геометрически лаконичная ступенчатая пирамида, которая больше похожа на некий абстрактный символ, нежели на традиционное здание. И дело не только в самом мавзолее. Вся Красная площадь производит особое, почти мистическое впечатление. Только не на москвичей, это понятно. Об этих своих ощущениях я уже рассказывал в другом видео, ссылка в описании. Так вот, это место просто невозможно воспринимать как обычную городскую территорию. Почему? Потому что она таковой не является. Как и мавзолей не является просто зданием. Мавзолей Ленина – один из самых странных и противоречивых памятников в центре столицы. Сооружение, которое вызывает у разных людей диаметрально противоположные эмоции. От глубокого уважения до полного неприятия, от исторического любопытства до откровенного раздражения. Логика подсказывает, что после развала советской системы этот объект должен был исчезнуть. Причем по законам жанра начала 90-х разваливать его должны были сразу, демонстративно и символично. Как Берлинскую стену. Действительно, были многочисленные предложения и попытки убрать мавзолей и перезахоронить Ленина. И тем не менее он остается. Нетронутый, величественный, словно брошенный из другой эпохи прямо посреди современной Москвы. Более того, этот факт становится еще загадочнее на фоне усиления позиций православной церкви в России. За последние десятилетия церковь вернула множество храмов и восстановила свое влияние практически во всех сферах общественной жизни. И при этом Ленин продолжает оставаться в центре Москвы, невзирая ни на что. Почему? Вроде бы и идеология кардинально изменилась, причем тут коммунистический вождь, раз мы живем при капитализме. А еще налицо явное попрание православных погребальных традиций, вы не находите? Нет, кто-то, конечно, может провести параллели с таким явлением, как мощи святых, но всерьез такие доводы воспринимать сложно. Хотя об этом мы еще поговорим. Так что все-таки заставляет сохранять этот объект в самом сердце столицы? Давайте начнем с простых и понятных вещей. Что такое мавзолей Ленина? Это погребальное сооружение, усыпальница. Когда мы слышим подобные слова, воображение сразу рисует что-то вроде египетских пирамид, где погребали мумифицированные тела фараонов. Оно и верно. И вот первое, что поражает, когда смотришь на мавзолей, это его предельная геометрическая простота формы. Перед тобой, по сути, стоит ступенчатая пирамида, которая по своей концепции мало чем отличается от той же пирамиды Джосера в Египте. Или вот посмотрите, какой открывается вид с пирамиды Луны на дорогу мертвых и пирамиду Солнца в мексиканском Теотиуакане. Вполне узнаваемые образы. Можно провести параллели и с зиккуратами древнего Междуречья, и еще много с чем. Случайно ли это? Давайте на минуточку отставим этот вопрос в сторону и обратим внимание на саму форму объекта. Или объектов, коль скоро мы уже упомянули множество похожих сооружений в разных концах света. Ступенчатые сооружения и в Египте, и в Месопотамии, и в Мезоамерике действительно очень похожи. Это даже породило множество теорий, включая идеи о древних контактах между цивилизациями или даже вмешательстве внеземных существ. Но это точно не ко мне, я такие вещи объясняю гораздо проще. Во-первых, чистая геометрия. Ступенчатая форма – это естественный способ построить высокое сооружение, если тебе доступны только примитивные технологии. Каменные блоки или кирпичи проще складывать в виде ступеней, чем пытаться создать гладкую вертикальную стену, которая еще чего доброго обрушится. Это простейший способ сделать прочное и долговечное здание. Во-вторых, физика материалов. Древние культуры строили из камня и сырцового кирпича. Высокие здания из этих материалов требуют широкой базы и постепенного сужения вверх, иначе они просто рухнут под собственным весом. В-третьих, символизм, господа. Люди во все времена интуитивно воспринимали небо как царство богов или место высшей силы. Зиккураты Месопотамии строились как искусственные горы, тронные залы богов. Египтяне представляли, что душа фараона поднимается по ступеням к вечной жизни.
А в Мезоамерике жрецы поднимались на вершины пирамид, чтобы проводить ритуалы. Чем выше, тем ближе к божественному. Все просто. Ступени – это одновременно простая логичная конструкция и древний архетип движения вверх, к чему-то высшему. Так что инопланетяне здесь ни при чем. А теперь давайте вернемся к вопросу о случайности или неслучайности такого сходства формы мавзолея Ленина с культовыми сооружениями древности. Чтобы пролить свет на этот вопрос, надо очень хорошо понимать дух того времени, когда, собственно, строился мавзолей. Конечно, в рамках небольшого видеоролика мы к такому пониманию даже не приблизимся, но кое-какие штрихи для отрисовки контуров этого понимания сделать можем. Дело в том, что еще в XIX веке не только в России, а буквально по всему миру людей, представьте, весьма интересовала культура Древнего Египта. Как сейчас модно говорить, тема была на хайпе. Нашумевшее открытие археологов в Гизе и Фивах, разгадка иероглифов – все это будоражило общественный интерес. И египетский стиль стал модным. Он естественным образом проник в городской ландшафт. Например, в Санкт-Петербурге и Москве появились доходные дома с барельефами в виде сфинксов, надгробия в виде пирамид и прочие подобные модные веяния. Казалось бы, революционная эпоха большевиков должна была отвергнуть этот ретро-стиль, но нет. Большевики строили новую цивилизацию, но обращались почему-то именно к древнейшему символизму. Это напоминает ситуацию времен Французской революции. Республиканцы декларировали разрыв с прошлым, но вместо христианских крестов начали почему-то ставить пирамиды и обелиски. Структуры, которые в нашем понимании олицетворяют вечность, власть и связь с высшими силами. Ничего нового. И немного о высших силах, раз уж зашла о них речь. Эта информация не то чтобы у всех на слуху, но в первые годы советской власти страна была буквально охвачена увлечением спиритизмом, мистицизмом и различными эзотерическими учениями. Прямо как сейчас, да? Несмотря на официальное отрицание религии, многие видные большевики не скрывали своего интереса к самым разным оккультным практикам. Это было нормально. Например, Александр Барченко, работавший в советских научных институтах, вел поиски Шамбалы и древних знаний, которые, с его точки зрения, могли дать людям некие сверхспособности. Его идеи всерьез интересовали руководство ОГПУ, предшественника НКВД, а его исследования курировал сам Генрих Ягода, одна из ключевых фигур в сталинском СССР. Известно, что в 1920-е годы в Москве и Петрограде вовсю проводились спиритические сеансы, в которых принимали участие не только простые граждане, но и представители интеллигенции. Это было модно. В одном из таких сеансов якобы вызывали дух Ленина, чтобы уточнить детали строительства коммунизма. Я понимаю, в этот маразм трудно поверить, но подобные случаи документально зафиксированы. Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения, рассказывал, что в ночь после смерти Ленина несколько большевиков пытались связаться с его духом, чтобы узнать, что делать дальше. Конечно, этот факт не афишировался, но хорошо показывает, насколько странным и противоречивым было отношение к смерти даже у революционеров. Самый популярный среди россиян бренд умных часов – это тюменцы Case Guru. Потому что Тюмен-часы доступны для любых зарплат, а по уровню обошли зарубежные. Все потому, что тюменские часы выполняют функции смартфона. В смарт-часах Case Guru есть гарнитура, можно разговаривать прямо с них, а еще набирать номер и читать сообщения. Часы Case Guru совместимы с разными системами Android, iOS и Windows. За секунды синхронизируются со смартфоном, в отличие от Apple Watch, совместимых только с Apple. Часы Case Guru работают без зарядки до 10 суток, пока яблоки за 100 тысяч тянут 1,5 дня. Но Тюмен-часы стоят в 10 раз меньше. Ремни часов Case Guru из гипоаллергенного силикона, не раздражают и не натирают запястья. Другие бренды либо экономят на материалах, либо дерут за это огромные суммы. Смарт-часы CG Watch Force могут попасть в книгу рекордов Гиннесса. В них более 100 спортивных режимов и корпус из авиационного алюминия. Личный тренер на руке. Дисплей тюменских спортов 46 мм, на 10% больше, чем у флагманской модели Apple, которая в 8 раз дороже. У часов CG Watch Classic разрешение дисплея как у флагмана Apple. Все потому, что экраны заказывают на одном заводе, а стоят в разы меньше американцев. Как особый бонус, тюменцы дают пожизненное обслуживание, гарантии и хорошую скидку на свои устройства. Сканируй QR-код или переходи в описание. Там ссылка на умные часы CG Watch по разумной цене. Промокод «Совок» на скидку до 500 рублей.
Согласитесь, без всякой конспирологии мы уже пришли к несколько более ясной картине в нашем историческом расследовании. А теперь самое время познакомиться с человеком, который, собственно, и придал мавзолею его сакральную форму. Имя Алексея Викторовича Щусева сегодня известно многим, но лишь немногие понимают, насколько эта фигура была уникальна. Он был не просто архитектором, а человеком, который, похоже, действительно понимал, как работать с символами, энергией пространства и сакральной геометрией. Щусев родился в 1873 году и получил классическое архитектурное образование в Императорской академии художеств. Его учителями были зодчие, вдохновленные древнерусской и византийской традицией, а сам он начинал карьеру как мастер религиозной архитектуры. Да, вот так создатель ужасного языческого зиккурата в самом сердце столицы начинал как строитель православных храмов. Одним из его первых значительных проектов стала Троицкая церковь в Почаевской лавре. Поэтому неудивительно, что Щусев начал углубляться в вопросы сакральной архитектуры и изучать влияние пространства на сознание человека. Был ли он мистиком? Интересовался ли он эзотерикой и тайными знаниями? Этот вопрос остается предметом дискуссий среди историков архитектуры. Прямых документальных свидетельств о его увлечении оккультизмом на самом деле не обнаружено. Однако косвенные факты и особенности его архитектурного почерка наводят на определенные размышления. Как мы уже упоминали, в начале 20 века в России наблюдался всплеск интереса к мистицизму, теософии и различным эзотерическим учениям. Многие представители творческой интеллигенции того времени были знакомы с идеями Елены Блаватской, Рудольфа Штайнера и других мистических мыслителей. Вам ведь тоже знакомы эти имена? Фамилия Блаватская уж точно, не так ли? Хотя бы слышали краем уха. Щусев, будучи человеком широких интересов и глубокой эрудиции, вращался в тех же интеллигентских кругах и, скорее всего, был знаком с этими концепциями. Но дело даже не в этом. Его работа над православными храмами, как мы уже отмечали, требовала понимания не только технической, но и сакральной стороны архитектуры. Православный храм – это не просто здание, а самая настоящая модель мироздания, где нет ничего случайного, и каждый элемент наполнен символическим значением. Щусев, безусловно, освоил этот символический язык в совершенстве. Исследователи отмечают, что в его церковных проектах прослеживается глубокое понимание канонов сакральной геометрии и умение создавать пространство, вызывающее определенные психоэмоциональные состояния. Ведь по большому счету именно за этим люди приходят в храм. После революции Щусев удивительно легко адаптировался к новой идеологии. Объяснить это можно как простым прагматизмом, так и более глубинными причинами. Но важно то, что когда в январе 1924 года умер Ленин, именно Щусеву было поручено в кратчайшие сроки спроектировать сооружение для прощания с вождем. Тут надо отметить, что это было временное сооружение, и возведено оно было невероятно быстро, всего за 3 дня, к 27 января, когда состоялись похороны Ленина. Любопытно, что первоначальный деревянный мавзолей, возведенный за считанные дни, уже имел узнаваемую ступенчатую форму, напоминающую древние зиккураты Месопотамии. Выглядел этот первый мавзолей, конечно, довольно неказисто, как простой деревянный параллелепипед с небольшим выступом входом и надписью «Ленин», на котором сверху размещались еще 3 ступени. Простояло это сооружение всего около 3 месяцев, с января по март, так как уже к весне 1924 года стало очевидно, что тело Ленина будет сохраняться длительное время, и правительство приняло решение о строительстве более основательного сооружения. 26 марта 1924 года комиссия по увековечению памяти Владимира Ильича Ленина утвердила проект второго мавзолея, также разработанный Щусевым. Строительство началось в апреле и было завершено удивительно быстро, к 1 мая 1924 года, как раз к празднованию 1 мая. Второй мавзолей также был деревянным и тоже создавался по концепции Щусева, но конструкция была уже значительно больше, и формой он уже вполне напоминал то, что мы можем лицезреть на Красной площади сегодня, а именно третий мавзолей. В январе 1925 года Президиум ЦИК СССР объявил международный конкурс на проект новой, на этот раз уже каменной усыпальницы Ленина. В комиссию поступили 117 предложений и эскизов, среди которых предлагались порой весьма оригинальные идеи.
Например, круглая конструкция в виде земного шара, аналог египетской пирамиды или сооружение в виде пятиконечной звезды. Но снова победила идея Щусева. Архитектор на основе своих старых наработок создал несколько чертежей и выполнил макет из гранита, и его проект был утвержден. Новый каменный мавзолей был торжественно открыт 10 октября 1930 года в канун 13-й годовщины Октябрьской революции. Для облицовки здания использовались разные породы камня. Красный гранит из Карелии, черный лабрадорит с Украины, серый гранит с Урала. В конструкции был применен железобетонный каркас, передовая технология для того времени. Этот новый мавзолей, вид которого нам всем хорошо знаком, послужил образцом для аналогичных сооружений в других социалистических странах. Например, мавзолеев Мао Цзэдуна и Хо Ши Мина. В мавзолее Хо Ши Мина мне довелось побывать лично. Должен вам сказать, что это очень необычный и интересный опыт. Рекомендую всем посетить хоть какой-нибудь мавзолей, даже если вы абсолютно далеки от всего, что связано с подобными явлениями. Это просто очень любопытно. Человеческая природа сама по себе удивительна, а еще нас буквально влечет к загадочному и скрытому. В поисках тайных смыслов мы готовы исследовать самые глубокие слои культурных и исторических пластов, порой выдумывая сложные теории там, где их может и не быть. Так в определенном смысле произошло и с мавзолеем Ленина. Мы смотрим на него, видим ступенчатую пирамиду, ведь видим. А потом на просторах интернета появляются статьи, где мавзолей называют чуть ли не сатанинским алтарем для жертвоприношений. Якобы его ступенчатая форма – это перевернутая пирамида Бафомета, а само здание служит порталом в инфернальные миры. И иногда утверждается, что сохраненное тело Ленина является символом вечной жертвы. И тем самым Красная площадь якобы превращается в центр темной энергии, подпитывающей антирелигиозный режим советской эпохи. Конечно, никаких реальных оснований у таких теорий нет. Там одни пугающие образы и символические натяжки. В ряде православно-мистических публикаций постсоветского времени Ленин вообще изображается как своего рода антагонист Христу. Он не воскрес, но и не умер до конца, оставаясь в промежуточном, мертвом, но нетленном состоянии. Такие тексты иногда идут дальше, утверждая, что сохранение тела в мавзолее – это акт антивоскрешения, нечто противоположное христианскому чуду. Ленин в этом смысле предстает как мертвый пастырь, без души, удерживаемый в материальном мире как символ новой антицеркви. Короче, сплошная некромантия. Есть и теории масонского заговора, связанные с мавзолеем, кто бы сомневался, но останавливаться на этом тоже не вижу смысла. Итак, что мы имеем в сухом остатке? Ступенчатую пирамиду на Красной площади? Да, мы уже рассмотрели сходство мавзолея Ленина с древними усыпальницами. Оно несомненно. Мы также проследили влияние египетской моды на архитектуру начала 20 века, погрузились в атмосферу всеобщего увлечения мистицизмом в молодой советской России и даже предположили мистические увлечения самого Щусева. Все это мы сделали, а теперь самое время мне подвести вас к центральной идее данного видео. Дело в том, что во вполне естественном стремлении увидеть скрытое мы часто не замечаем того, что лежит прямо перед нашими глазами. Иногда самые значимые смыслы не требуют сложных интерпретаций. Они открыто заявляют о себе, просто мы упорно не хотим их замечать. А вот почему мы не хотим их замечать, это тоже сама по себе тема интересная, но она достойна отдельного сюжета. Возможно, у него будет рабочее название «оболванивание», но пока мы эту тему опустим. Так вот, настоящая тайна мавзолея не в его архитектурных параллелях с древними культами, а в том явлении, которое он непосредственно представляет. Чтобы понять истинную мистику мавзолея, необходимо сначала осознать суть и величие той идеи, которой он служил. И вот с этим у современного общества существуют большие проблемы. Большое недопонимание, я бы сказал. Коммунизм не был просто очередной политической теорией. Он представлял собой настоящий эволюционный скачок в развитии человеческого общества. Для того, чтобы максимально понятно объяснить суть вышесказанного, я придумал следующую метафору. Надеюсь, она вам понравится. Представьте себе рыночную экономику как водоем, большую лужу, в которой плавают миллионы амеб организмов.
Каждая амеба стремится выжить, конкурируя с соседями. Эта борьба, по идее, должна обеспечивать стихийную саморегуляцию такой системы. Да, так и происходит, но только в теории и только в условиях совершенной конкуренции, которых почти не бывает в реальном мире. В общем, когда сейчас говорят, что мы живем в условиях рыночной экономики, то это лукавство. Мы живем в эпоху диктата транснациональных корпораций и глобальных финансовых структур, где о честной конкуренции говорить трудно. В общем, пример с лужей с миллионом амеб, он довольно условный. Надо понимать, что амебы по-прежнему плавают, но только там, где им разрешают плавать. Идея свободной конкуренции красивая, но давно мертвая. Я специально делаю эту оговорку, и тем не менее, для понимания самого принципа мы все же остановимся на этой упрощенной модели с лужей и амебами. Так вот, а теперь представьте чудо. Наши амебы вдруг осознают преимущество коллективного существования. Что можно не конкурировать друг с другом, а сотрудничать, объединяться. Они сливаются в единый организм, образуя целостную структуру с общим мозгом. Это такая метафора централизованного планирования и управления. В результате образуется нечто большее, чем сумма их частей. Нечто качественно новое. Структура, тело, разум. Это уже не хаотичное взаимодействие разрозненных элементов, а гармоничное функционирование единого организма, где каждая клетка получает необходимое и работает на благо целого. Где исчезает хаос случайностей и приходит порядок, основанный на единой воле. Если хотите, это была попытка построить общественный мозг, централизованную систему, где каждый человек, как нейрон, включен в общее поле. И именно такой эволюционный скачок и предлагал коммунизм человечеству. Коммунистическая идея возникла как чудо, как прозрение, опередившее свое время. Она появилась в мире, где господствовал социальный дарвинизм, и предложила альтернативу. Общество, основанное не на конкуренции, а на сотрудничестве, способное стать единым организмом, сознательно управляющим собственной судьбой. Это было не что иное, как рождение новой религии. Не мистической, а, заметьте, вполне рациональной. И вот теперь давайте вернемся к мавзолею. Мы так увлечены поиском тайных смыслов и мистических символов в его архитектуре, что упускаем самое очевидное. Ищем параллели с древнеегипетскими пирамидами, но не замечаем главного. Настоящая мистика находится не в архитектурных формах, а в самой идее, которой служило это сооружение. Мавзолей создавался не просто как усыпальница для вождя революции. Он стал храмом. Храмом той самой новой религии. Ступени мавзолея ведут вверх не случайно. Они символизируют восхождение человечества к высшей форме общественного устройства, к той самой утопии, которая казалась последователям Ленина уже почти осязаемой. Они буквально держали ее в своих руках. Мы ищем эзотерику там, где нужно просто увидеть очевидное. Мавзолей был создан как святилище новой веры. Вера эта имела своих пророков, своих мучеников, свою символику, свои священные тексты и ритуалы. Она обещала спасение не на небесах, а в будущем земном обществе. И тело Ленина в хрустальном саркофаге – это не просто дань уважения ушедшему лидеру, а, если хотите, мощи нового святого. Материальное доказательство бессмертия той идеи, ради которой это все затевалось. Да, это храм и ничто иное. Храм той самой религии, которую мы упорно не хотим признавать религией. Того самого древнего культа, который мы ищем в геометрии здания, в то время как он представлен символами серпа и молот. Мистика мавзолея не в тайных знаниях Щусева, не в масонских символах или древних пропорциях. Она в той революционной идее, которая обещала рай на земле, построенной руками самих людей. Идея эта была настолько могущественной, что заставила миллионы верить, бороться и умирать за нее. И мавзолей стал не просто архитектурным сооружением, а материальным воплощением этой веры, ее подлинным храмом. Мы рассмотрели архитектуру мавзолея, погрузились в исторический и культурный контекст, разобрали мистические параллели и даже коснулись самых нелепых теорий, которые продолжают рождаться вокруг него. Но в центре всех этих размышлений один простой вопрос. Почему мавзолей Ленина все еще стоит? Ведь на него мы так и не ответили. И ответ, вероятнее всего, следует искать не в прошлом, а в будущем. Дело в том, что хотим мы этого или нет, но сама логика истории привела нас к тому, что Россия сегодня вступила на путь стратегического самоопределения. Все мы прекрасно видим, что мир стремительно меняется, формируется новый мировой порядок, где в обозримой перспективе уже не будет такого явного доминирования единственного центра силы.
Вместо этого различные полюсы, панрегионы, называйте как хотите. Сами эти полюсы будут формироваться под влиянием объективных факторов. Экономических связей, географической близости, исторически сложившихся отношений между странами, ресурсов, в конце концов. Однако экономика и география создают лишь структуру, каркас нового мира. Другое дело, когда речь заходит о вопросе лидерства в этой формирующейся системе. И тут уже недостаточно просто быть сильнейшим игроком. Заметьте, даже в однополярном мире гегемон не просто давил массой, а предложил остальным понятную и привлекательную либертарианскую идеологию, подкрепленную мягкой силой. Вот с этим у современной России как раз возникают очевидные трудности. И о лидерстве я, кстати, заговорил тоже не просто так. Мы, русские, на сегодняшний день пытаемся говорить языком традиции, обретения суверенитета, духовных скреп и так далее. Но все это оборонительные формулы, а не стратегия лидерства. Так не побеждают в борьбе. Это попытка сохранить, но не вдохновить. И в нашем обществе уже начинает просыпаться понимание этой проблемы. Китаю с этим проще, он вообще ничего миру не предлагает, кроме эффективности и выгоды. Его модель замкнута на себе. Именно поэтому я так скептически отношусь к попыткам рассматривать это государство в качестве потенциального лидера в новом формирующемся миропорядке. А вот Россия при всей своей сложности и противоречивости исторически традиционно пыталась мыслить именно глобальными общечеловеческими категориями. Привлекательный образ будущего, собственный глобальный проект, идеология, называйте это как хотите. Но нам никуда не деться от необходимости сформулировать для себя тот комплекс идей, те смыслы, которые станут духовным ориентиром не только для народов русской цивилизации, но и для всего прогрессивного человечества. Это и есть главный вызов для современной России. И здесь мавзолей Ленина может сыграть неожиданную роль. Не как памятник ушедшей эпохи, а как стратегический символический ресурс. В отличие от Китая, чей экономический проект по сути предлагает миру лишь дешевые товары, но никак не универсальную идею для человечества, Россия, как мы знаем, имеет уникальный исторический опыт 20 века и определенно способна предложить миру свой глобальный проект. Мавзолей таким образом выступает своеобразным козырем в рукаве российских стратегов, символом, который в нужный момент может быть извлечен и наполнен новым содержанием, переосмысленным с учетом тех возможностей, которые нам открываются на новом витке исторического развития. Я думаю, именно в этом и заключается подлинная причина сохранения мавзолея на главной площади страны. Не просто как дань традиции или компромисс с КПРФ, а как интуитивное понимание того, что этот архитектурный символ может еще сыграть свою роль в будущем России и мира. Будет ли эта потенциальная возможность реализована? Сможет ли Россия действительно предложить человечеству новый глобальный проект, основанный на синтезе лучших идей прошлого и технологических достижений настоящего? Или мавзолей так и останется лишь памятником эпохи великих социальных экспериментов 20 века? История еще не дала ответа на эти вопросы. Но сам факт, что мы продолжаем размышлять о символическом значении этого необычного сооружения, говорит о том, что оно продолжает выполнять свою главную функцию. Заставляет нас думать о важных вещах. О будущем человечества, об идеалах, которые вдохновляют людей. Поэтому, когда в следующий раз будете стоять на Красной площади и увидите черно-красную громаду мавзолея, помните, перед вами не просто странное сооружение, напоминающее древнюю ступенчатую пирамиду. Возможно, вы стоите у порога храма будущего.